Всем привет! Сегодня у меня для вас будет влог. В принципе, буду показывать то, о чем вы просили меня. Это мой комод. Я вам говорила, что я его собираюсь покупать, и у меня под видео попросили его хорошенечко показать. С удовольствием вам его покажу. Как видите, у меня еще есть изменения. Вот за моей спиной там шкаф стоит, и тут напротив у меня уже диванчик. Я вам обязательно свой рум-тур сниму. Буквально еще немножечко осталось, просто у меня сейчас висят на потолке лампы Ильича. Не Ильича, но лампы, знаете, такие просто. Потому что я еще то одно покупаю, то другое, и я совершенно не успеваю купить люстры. Люстры я задумала очень красивые, в классическом стиле такие. В общем, вы все потом увидите, как я куплю люстры. Мне останется только шкаф поменять. Ну, в принципе, я, наверное, скорее всего для вас сразу рум-тур сделаю, а потом уже, когда шкаф поменяю, еще раз тогда сделаю для вас рум-тур. Поэтому потерпите немножечко, я свою комнату вам обязательно покажу. Здесь у меня такая и студия, и диванчик есть. Теперь у меня мама будет приезжать и есть на чем поспать. Все вам потом буду показывать. Шкаф я немножечко, видите, там косметика расставлена, но, как заметно, очень много пустого места. И я его немножечко переделаю, так скажем, модернизирую. И потом, естественно, вам его покажу. Теперь у меня не комод с косметикой будет, а шкаф с косметикой. А сегодня подробненько покажу камин. Для начала мы с вами сделаем распаковочку с Василька. У меня мама давно уже ждет, потому что мне достаточно давненько пришло от Василька. И я все никак не могу снять какой-то влог и показать вам распаковку. И мама у меня, ну ты давай, распаковывай, говорит, я люблю это смотреть, мне интересно. Поэтому давайте мы сначала распаковочку сделаем. О, какой у меня пакет. Девочки, мальчики, кому не нравится, ну не смотрите, не возмущайтесь, пожалуйста. Если вам что-то не нравится, это не значит, что остальным не нравится. Василек любят очень многие, и очень многие оттуда заказывают. Поэтому, ну, неинтересно вам. У меня же много видео на канале, правильно? Я же не говорю, что вы обязаны смотреть каждое мое видео. Не смотрите. Но я думаю, таких любителей, как я, всяких халатиков и всяких покупочек для дома у нас много. Поэтому я уже вижу халат. Какой он классный, я уже вижу все. О, посмотрите, халатик мой вот здесь. Мы тут и для мамы халат заказали, попробовали. Хоть у меня мама обычно говорит, не надо мне, не заказывай, потому что она не любит, вот если у нее чуть-чуть выше колена там или до колена, все, ей коротко. И поэтому она мне обычно ругается, не заказывай, не угадаешь. Но я вам скажу, я все равно угадываю. Не всегда, но угадываю. Так, давайте с халатиков и начнем. Это мамин халат. Заказали мы какой? 58 аж размер. Почему 58? А чтобы не задумываясь стирать. У меня мама вообще 52-54 вот так размер носит. И мы, чтобы стирать уже не задумываясь, при любой температуре, все-таки не забывайте, это ХБ-ткань, хлопчатобумажная, поэтому она может подсесть. В общем, мы берем размеры больше. Это синенький халатик в цветочке. Так, показываю вам. Вот видите, 58 размер. Как обычно, шовчики смотрим все. Ни одной ниточки я даже здесь не вижу. Все пуговки пришиты. Все как положено. Низ обработан. Халатик с кармашками, с поясочком сзади завязывается.
Следующее, что здесь, а это, по-моему, наволочка. Да, это наволочка. Эту наволочку мама узенькую захотела, и мы ей заказали. Потому что, помните, в прошлой моей распаковке я вам показывала, что купили подушку туда узкую. Вот для нее наволочки и покупали. Еще одна наволочка, которую мы сейчас будем открывать. Это мама расцветки выбирала. Мама, все прямо как ты любишь. Посмотри, какие наволочки шикарные. Это размер 50 на 70. Ой, красивый. Особенно мне вот это нравится с цветами. Вообще супер. Все шовчики. Так, здесь у нас... Ну, красота, конечно. Красота, ничего не скажешь. А это покупки. Так, это заказик мой. А это покупки к Новому году. Посмотрите, какие мы хорошенькие полотенчики взяли. Всякие такие с новогодней тематикой. Слушайте, а что это они такие большие? Ох ты! А это даже 45 на 60. Мне кажется, вот эти большие прям полотенчики. Сейчас все будем смотреть с вами поближе. Разворачиваем сейчас полотенчики. Ой, мне особенно нравятся вот эти вот зеленые. Голубенькие, симпатичные, но вот эти зеленые, они прям так Новый год, Рождество. Сейчас я разверну вам их. Здесь будут по 3 штуки одинаковых, поэтому я разверну по одной. И покажу, как смотрится. Ой, красота какая. А там еще и с пожеланиями полотенца. Я люблю Новый год, Рождество. Для меня это вообще шикарные вещи. Это полотенце рогожка. И все, в принципе, виды это рогожка. Ой, ну какие они классные вообще, а? Все, прям ощущается Новый год. Это полотенчики, которые я взяла себе для ванной. Я хочу, чтобы у меня полотенца отличались по цвету, которые для лица, я вот такие маленькие полотенчики использую для лица. У меня их много, потому что я меняю каждые, ну, буквально там 2, ну, максимум 3 дня я меняю полотенце, стираю. И вот я взяла для ванной вот такие вот полотенчики, которые будут отличаться по цвету. Потому что обычно я использую там розовенькие, какие-нибудь яркие. А вот это вот я буду знать, что это для рук полотенчики. 3 полотенчика. У меня любимый размер. Это 40 на 70 сантиметров. Обычно, если я маленькие полотенчики беру, то именно вот такие. Полотенца беру средней толщины, не толстые, не тонкие. Для меня это самые удобные. 3 разных цвета. И теперь я не запутаюсь, где какое полотенце. Они у меня будут висеть для рук. Опять все хорошо, по качеству они отличные. У меня стираются постоянно. Ну, я уже сколько лет с Васильком, поэтому я знаю уже качество и миллион раз заказывала. И у меня, наверное, еще даже ни одного полотенца не выкинула за все время. До сих пор служит. Так, подождите-ка. Вот что значит долго не открывать то, что заказала. Я и забыла. Еще один халат для мамы, который мы заказали. Мама, ты у нас будешь модная. 3-й халат, который мы для мамы заказали. Мама, ты будешь просто менять каждый день свои наряды домашние. Я надеюсь, что все подойдет. Естественно, я сейчас на себя это все напялю и вам покажу. Ну и мой халатик, посмотрите, ой, какой он мягенький. Я их, ну, просто очень люблю. Они у меня никогда не бывают лишними, потому что я, как и любая нормальная женщина, хоть меня и спрашивали, и неоднократно под видео, есть ли у меня, это я специально делаю, чтобы жарко не было, есть ли у меня домработница, у меня домработницы отродясь не было. И я даже не собираюсь заводить домработницу себе. И, естественно, как любая женщина, я и убираю, и стираю, и готовлю. Стирает машинка, понятно, понятное дело. И готовлю, то есть
Я нормальная женщина, я все делаю сама. И поэтому, конечно же, халаты периодически приходят в негодность. То пятна на них оставляю, то где-то зацепила, пока убирала, я пылесосом умудрилась зацепить и порвать халат. Так что у меня халатики не лишние. Боже ты мой, я прям не могу. Давайте я сразу открою свой. Какой он очаровательный! Посмотрите, он мягенький-мягенький. Он тепленький. Боже ты мой. Слушайте, может быть, даже мне немножко сейчас жарковато в нем будет. Ну какой он милашный. Все, прям мимимиха. Все, я не могу. Все, сейчас буду примерять. Боже ты мой, он нереально милый. Это же надо, а? Он такой мягкий, такой прям пушистенький. Слушайте, какой он классный. Он даже так не смотрелся здорово, когда я его выбирала. Ну, симпатично, но чтобы вот так вот. Вы посмотрите, как он еще прошит. О, боже мой. Вообще классный. Но у нас сейчас очень сильно топят дома, поэтому мне пока жарко. Но весной, когда батареи все отключат и будет прохладно, вот тогда я его точно буду носить. Ой, ну прелесть, вообще прелесть. И кармашки такие. И эти бантики, я не знаю, я люблю все такое. Милая-милая получилась. Вообще вещичка крутая. Ну, все то же самое. Все, пожаловаться не на что. Все прошито очень хорошо. Ну все, у меня мама будет модничать по дому ходить. И синенький, и голубенький, и какой-то как бордово-коричневый, и зелененький халатик. Все, запаслась мама халатами. Я надеюсь, что все подойдет, а я, честно говоря, на себя примерила, я уже уверена, что маме все подойдет, и должна и длина подойти. Все. Опять с пояском сзади. Вот. Вот, пожалуйста, либо летом носить, либо когда топит сильно дома, то вот можно. Синенький тоже очень интересный халатик, и он очень так выигрышно смотрится. Я думаю, что и фигуру стройнить должен. Так, смотрим вниз, смотрим молнию. Посмотрите даже, как снизу молния вшита хорошо. Сзади он другого рисуночка, а спереди он синенький. Тоже кармашки. Здесь 58 опять размер. Видите, как все здорово. Вот так вот все сделано. Рукавчики очень симпатично. Не знаю, мне тут нравится халатик. Ой, а этот халатик мне вообще очень нравится. Вы знаете, я бы и себе такой же взяла. На камере, кстати, он смотрится широким, но это потому, что я его разложила. Он прям не настолько он широченный, как это кажется. Посмотрите, какой он классный. Мягенький такой, хороший. И цвет очень интересный. Как бордовый, не бордовый. Я даже не знаю, как этот цвет назвать. Как коричнево-бордовый, что ли. Ну, вообще хорошенький. С кармашками тоже все.
Опять 58 размер взяли. Смотрите вот по таблицам. Когда выбираете размеры, видите, вот здесь табличка есть. И на сайте таблицы опубликованы. Смотрите и примерно то, что вам по размерам подходит, заказывайте. Мы с мамой всегда заказываем чуть-чуть больше. Даже не чуть-чуть бывает больше. Чтобы удобнее. Домашняя одежда должна быть свободной. Ну вот посмотрите, как все. И здесь все хорошо сшито, все идеальненько. Так что еще один мамин халатик. Ну, а я пока ухожу за кадр и показываю вам свой новый камин. Итак, мой камин поближе. Вот так он у меня сейчас выглядит. Там сверху, скорее всего, телевизор будет. Буду покупать. Вот такой он у меня красавец. Он большой. Метр, по-моему, 10 ли, ну он какой-то такой, не маленький. Я сначала хотела купить компактный более, но в итоге остановилась именно на этом. Если заметите, у меня чуть-чуть, буквально, вот ковер, но уже его не подвинешь там туда дальше, все там уже упирается и здесь. Ну, в принципе, нормально. Мне очень понравилась вот эта вот отделка. Красиво. И что еще было для меня немаловажно, на нем много места. То есть он широкий, здесь сантиметров 40. Получается, что он не узкий, он такой в классическом стиле сделан. И, естественно, это не просто декоративный камин, это электрический камин с подогревом. Я выбирала его по характеристикам, то есть так, чтобы он мог хорошенечко обогревать комнату. Он, по-моему, комнату до 25, до 26, что-то такое, квадратных метров обогревает. Я выбирала, чтобы еще функция не просто обогрева работала, а еще декоративная функция, когда просто включаешь, он потрескивает, и здесь якобы огонь. Когда тепло, допустим, в квартире, но хочется уюта, то можно просто его включить без всякого обогрева. Наверху это я, по-моему, в Леруа. Да, в Леруа вот эту горку купила, которую вы у меня видите на заднем фоне. Здесь мои котики сидят. Такие маленькие свечки. А вот эта вещь, которую я вам совершенно забыла показать, когда рассказывала о своих вещах из СССР, а ведь это очень памятная вещица. Этой вазе 42 года. Ваза продавалась в Витебске, когда там была Олимпиада, а это был 1980 год. И мама покупала две таких вазы. Одну она подарила мне в итоге, а вторая у нее. Так что 42 года вазе. Она видела много переездов и сохранилась, и я очень надеюсь, что и я ее сохраню. Она здесь красиво смотрится. Эту горку я, естественно, поставила, пока новогодние праздники будут. Она включается. Сейчас уже я вам сразу все покажу. Секунду. Ой, я запихнула далеко провод. Она включается. Очень симпатично светится. Я буду скоро украшать все к Новому году. И у меня здесь обязательно будет декор. У меня здесь будет все украшено, поэтому вы будете на заднем фоне видеть. Задний фон будете видеть у меня красивый. Я постараюсь все сделать прям максимально привлекательно. Хочу повесить сюда носочки. Знаете, такие, которые якобы для Санта-Клауса, для подарков. Но я посмотрела на цену этих носочков. Так, мы выключим, чтобы кадр светлее стал. Я посмотрела на цену этих носочков и чуть не упала. От 400 с чем-то и выше. Ну, я извиняюсь, конечно, за кусочек тряпочки. И вот я сейчас смотрю, может быть, самой не полениться и все-таки сшить. Но это не так сложно, и только надо какую-нибудь ткань найти.
А теперь приступим к самому главному. Я вам покажу, как он работает. Вот здесь он включается. Вот как красиво. Вот такой огонь. Сейчас где-то у меня были режимы. Вот, наверное. Да, видите, меняется огонь. Ай, не хочет настраиваться. Что ж такое? Не хочет фокусироваться. Вот поменьше, побольше. Мне вот этот, естественно, режим нравится. Потрескивания включаются с пульта дистанционного управления. А пульт у меня... а куда ж я его положила-то, пульт? Это, конечно, загадка. Погодите-ка секунду. Ну и что вы думаете? С момента последнего включения прошло минут 30. Не поверите, я искала пульт. Я так его запрятала, чтобы не потерять, что вообще не могла вспомнить, где, куда, как. Я обыскала всю квартиру, но я его все-таки отыскала. А я еще перекладывала свою косметику, и я думала, что все. Может быть, я вообще с какими-то пустыми коробочками его выкинула. Но, оказывается, не выкинула все-таки. Вот такой пульт дистанционного управления. Так, сейчас мы с вами попробуем. Честно говоря, с пульта я не пробовала. Я здесь включала. Если отсюда включать, то вот эта кнопочка. Опять, видите, фокусы, все сбивается. И вот отсюда начинает дуть. То же самое. Есть несколько режимов. Можно переключать. Более холодный, более прохладный, теплый воздух делать. Так, давайте я немножко подальше отойду. Может, да, вот так лучше фокусируется. Сейчас будем пробовать. С пульта, честно говоря, я ничего не включала. Хотела вместе с вами попереключать с пульта. И знаете, что я выяснила? А при том, что это не дешевый камин, сюда в комплект просто-напросто не входит батарейка. Это, конечно, очень интересно, но мы пульт с вами, к сожалению, не попробуем. Вот здесь вот включается звук, громче, меньше. Отсюда можно управлять вот этот огонь. Разные режимы получаются. И вот это нагрев. Больше-меньше это таймер. Сейчас я выключу свет, и мы с вами посмотрим, как он горит в темноте. К сожалению, звук мы не послушаем, но мы посмотрим, как в темноте смотрится. Ну что сказать-то? В темноте это вообще очень эффектно. Очень здорово. Мама, когда ты ко мне приедешь, ты будешь лежать на этом диванчике, включишь себе камин, он еще будет потрескивать, потому что я все-таки эту батарейку отыщу. И будешь лежать и здесь наслаждаться видом. Ну, вроде бы я полный обзор камина сделала. Сейчас я вам его так прям поближе покажу, какого он цвета. Все, но мне кажется, я уже подробнее некуда все объяснила. Вот такой он у меня красавчик. Камин большой, широкий. Широкий брала специально, чтобы здесь какие-то вот такие украшалки ставить, цветы, вазы. То есть, чтобы все это было удобно. О камине мечтала я много лет. Мы еще жили в той квартире, и просто этот камин некуда было поставить. Можно было в комнату сына, но сыну камин был не нужен. И поэтому я только об этом мечтала и думала, что когда-нибудь все-таки у меня камин будет. И вот, наконец-таки, настал этот день. И, честно сказать, я очень рада. Очень рада. Мечта давнешняя. Ну что, у меня на этом все. Я надеюсь, вам влог понравился. Знаете, у меня есть такая задумка. Я сейчас с вами поделюсь. Если вы досмотрели до конца этот влог, то ответьте мне, пожалуйста, в комментариях. Как думаете, устраивать здесь иногда, периодически перед камином, какие-нибудь посиделки? Вот что скажете? То есть, допустим, чай наливать и сидеть, включать камин. Что скажете, вам будет интересен такой формат? Напишите, пожалуйста. Одну вещь скажу по поводу того, что да, я стараюсь вас развлекать периодически, иногда сейчас, слава богу, редко, но все-таки приходят под видео комментарии.
которые я удаляю, когда вижу, о ситуации в Украине, и приходят такие комментарии: а если бы вот вашего сына, там, мужа забрали, вы бы тоже про косметику снимали? Я один раз уже высказывалась по поводу всего, и я повторюсь лишь только, что мой канал развлекательный, мой канал о косметике, он всегда таким был и всегда таким будет. И на моем канале нет политики, политики здесь не будет, и я буду пресекать всякие политические дебаты у меня под видео. Обижайтесь, не обижайтесь, но если вам очень хочется поспорить, я обращаюсь к тем, кто мне пишет такие комментарии, если вам очень хочется поспорить, если вам очень хочется высказать свою точку зрения или кого-то зацепить, пожалуйста, пройдите на соответствующие каналы. Это не значит, что меня не волнует ситуация в мире. Это не значит, что я такая беспроблемная, как мне пишут, вы такая, кажетесь на экране такой милой бездельницей. Девочки, мальчики, казаться на экране и быть в жизни – это абсолютно разные вещи. Я нормальный человек. Я тоже переживаю за всю эту ситуацию. У меня есть свои проблемы, которые я никогда не выставляю на канал и никогда о них не рассказываю. Я их решаю самостоятельно, потому что я считаю, что у нас и так в жизни много всего плохого, негативного, много плохих каких-то новостей. Включаешь телевизор, там все как-то все в таких тусклых красках. Ну, должны быть места, где можно отдохнуть душой. Вот, пожалуйста, отдыхайте на моем канале душой. Я стараюсь для вас, я вас развлекаю. Я сама, да, я человек позитивный, и я всегда вижу во всем положительные стороны. И, пожалуйста, заряжайтесь моей энергетикой, я с удовольствием с вами ею делюсь, моей положительной энергетикой, моим оптимизмом. Но не разводите у меня под видео никаких политических тем. Не обижайтесь. Я стала блокировать таких людей. Не просто удалять комментарии, я стала блокировать. Потому что я поняла, что сколько ни удаляй, люди все равно появляются, и опять все заново начинается. Я надеюсь, я понятно все сказала и понятно свою точку зрения выразила. Отдыхайте. На моем канале просто отдыхайте от всех негативных новостей и от всех каких-то нехороших событий в жизни. Всем пока!